Друзья, всем привет! Это «Больше с дома», и у нас на связи Данил Медведев. Дань, мы тебя поздравляем, хотя и не так хотели начать, конечно, этот разговор. Ситуация очень непростая. Давай выясним сначала, ты все еще в Дубае, да, насколько я понимаю. Как настроение, какая обстановка, как ты себя чувствуешь и как семья, Дань? Да, все хорошо, в принципе, тут, ну, конечно, ситуация необычная, но, единственное, что получается закрыто воздушное пространство, естественно, то есть никто не знает, когда там мы сможем вылететь, то есть это же, ну, непонятно, там, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, скажем так, что будет, в ближайшие там часы, дни, то есть они постепенно переносят закрытие аэропорта. И всё от этого зависит, но, в принципе, обстановка в Дубае относительно нормальная, если, скажем, сравнивать с тем, что мы видим там в социальных сетях и так далее. Да, мы поэтому и спрашиваем, потому что до нас, конечно, долетают такие прям страшные картины. Мы прям, ну, волнуемся за наших знакомых, и за тебя конкретно, кто находится в Дубае. Не было момента, что прям в какой-то период времени было прям страшно? Или это мы тебя Ну накручиваем? ну, это было необычно. У меня, я просто, как это назвать, как бы это странно не звучало, на корте я очень эмоциональный. В жизни, наверное, мне бы помогло, может быть, более эмоциональным в какие-то моменты, поэтому для меня как бы все нормально. И, скажем так, естественно, получал много сообщений от там друзей, знакомых, и все переживают. Ну, в принципе, от себя могу сказать, что все нормально. Ну, слава богу. Ну, давай, Дань, перейдем к теперь теннису. На самом деле Ой. хотелось к матчу с Аже, потому что показалось, что в нем ты вот был праймовым Медведевым. Работало все из твоих элементов. И почувствовал ли ты в этот момент сам, что вот вышел на свой игровой пик именно в этом матче? В этом матче, да, то есть в этом матче действительно работало, в принципе, все. Наверное, даже если вот так придираться к каким-то моментам, мог чуть-чуть лучше подавать в первом сете. И на приеме, в принципе, были моменты, где если бы я там пару раз обвел, моменты, где, наверное, мог обвести, то, может, даже смог бы раньше там его брейкануть или что-то такое. Но тут, ну, в теннисе всегда все складывается из многих-многих моментов, но, допустим, да, я действительно много получил, скажем так, и сообщений в интервью, там сразу, которые после матча. Многие спрашивали, почему, как, но корт Дубая, наверное, самый быстрый, что я лично видел за последние там вот лет, я не знаю, 3 года. И я всегда говорил, что мне быстрые корты подходят больше моей игре, моей технике, моим ударам. То есть мне действительно на медленных кортах просто тяжелее, скажем так, это просто статистика, разгонять, мяч. И, соответственно, на быстрых кортах этого делать не нужно. Ты должен его просто класть, тебе не обязательно бить со всей силы. Поэтому мне все подходило в Дубае. С каждым матчем я играл все лучше и лучше, и с Ажером был прекрасный матч. И, естественно, я был, скажем так, очень сильно настроен на финал, но так получилось, что его, не случилось. Ну вот, Tennis Insights — это портал, который работает с ATP, предоставляет аналитику, оценил твой матч на 9,2 из 10 возможных. То есть подача 88% выигрыша из первого мяча, на приеме больше 60% со второй подачи, выиграл активно столько же, практически не ошибался. Вот ты бы сам по качеству игры этот матч включил бы в свой топ лучших матчей за все время или за последние 2 года, или вот как бы ты оценил? За последние годы точно, да, было, конечно, несколько тоже еще очень хороших матчев. 2 матча с Доминауэром, допустим, сразу вспоминаю, один в Турине, один в Шанхае. Еще, может быть, какие-то парочку можно вспомнить, но за последнее время, да, этот матч точно в топе, потому что тоже, опять же, все сравнивается с тем, что, может, если вспомнить прошлый год, там, с каким-нибудь, я уж не знаю, Нори в Риме, окей, другое покрытие, но я играл классно. Но тут больше, что это уже полуфинал, это там игрок десятки, то есть это все добавляет, скажем так, такой победе, как можно сказать, если шарма. Но если, допустим, брать всю мою карьеру, то у меня было много крутых матчей, и это просто один из них. Вот. А как раз-таки 9,2, да, я где-то это видел. И как раз таки думаю, что оно могло бы быть еще выше, если б в первом сете я вот где-то вот эти мелкие там в троск пару раз попал, и так далее. Если бы их не было, может, и повыше было бы. В общем, стремимся на 10 из 10. Но вот, знаешь, какой вопрос? Доха и Дубай, да, разница в неделю
И все-таки ощущение, как будто играли два разных человека, два разных Медведева. Неудачный такой матч с Циципасом и вот такой перформанс Аже. Вот как так вообще получилось? И это действительно разница только в кортах или вот как происходят вот такие изменения резкие? Да, ну, во-первых, это в этом и есть теннис, в этом и есть его и прелесть, и то, чем он, ну, вот сколько я общался там с любителями, просто любители, которые играют на клубном уровне, они говорят примерно то же самое в каком-то смысле, что профессионалы. Говорят, вот один день выхожу, вот все попадаю, вообще меня не обыграть. Ну, на своем уровне, понятное дело. На следующий день приходят, и все, ничего не получается. И, ну, есть более спокойные люди, а есть те, которые на любительском уровне там швыряют ракетки, орут на всех и так далее. И да, естественно, во-первых, разные корты. То есть в Дохе это всегда это было, корт намного медленнее, чем в Дубае, и то в этом году он показался, скажем так, быстрее, чем обычно, что, в принципе, ну, мне нравилось, но вот с Циципасом как-то я, скажем так, не вошел в матч, как бы я хотел, и так и не смог в него войти. То есть, естественно, когда ты не входишь в матч, он где-то вот там был плохой гейм на моей подаче в первом сете. Соответственно, уж это такое бывает. Соответственно, ты настраиваешься, что окей, во втором сете нужно эту игру перевернуть, что-то сделать, и у меня это не получилось. То есть я как бы, выйдя с матча, все еще не вошел в сам матч, в игровой ритм, потому что если смотреть по ударам, удары были нормальные, но вот просто не было, скажем так, игрового ритма. И это как раз-таки, допустим, то, что с Ажером было весь матч, то есть все работало на ура, поэтому тут причин может быть много, но суть в том, что просто нужно радоваться, когда получается, а когда не получается, искать причины и стараться делать так, чтобы получилось в следующий раз. Мы в Дубай тебя на секундочку перенесем. Любопытно вот твое состояние перед этим финалом, когда было непонятно все-таки, состоится он, не состоится. Нам тоже долетала разная информация от журналистов, что там ведь травма у Тавана, что непонятно, выйдет все-таки на корт Григор или нет. Вот как ты проводил этот день перед финалом? Ты разминался, мы знаем. Я проводил его совершенно обычно, потому что, да, я смотрел матч Таллена с Андреем, то есть я видел, что какая травма была, но травма в теннисе — это такая вещь, что, да, в итоге у него, как бы, я так понимаю, если по-русски говорить, наверное, разрыв, как бы, или частичный разрыв, там, вот, задней поверхности бедра. И, конечно, с этим играть тяжело и, возможно, ну, даже вообще невозможно вот выйти на корт, как и получилось. Но ты никогда не знаешь, поэтому я с своей стороны готовился как к совершенно обычному матчу, к финалу. Отлично размялся, отлично себя чувствовал, уже кушал перед матчем, и в этот момент подошел судья, сказал: "Матча не будет", он снялся. И тогда ты уже как бы, ну, расслабляешься, то что окей, не нужно тебе вот сидеть там, ну, готовиться к матчу. То есть, пошел, сделал небольшой ОФП, и пошел на церемонию награждения. Я читала, ты говорил в прессе, что тогда ты будешь считать матч с уже как финалом, но тем не менее, все равно у тебя есть трофей без проведенного финала. Что это за ощущение, что за отношение к этому трофею? Ну, во-первых, это новое ощущение, то есть, ну, у меня никогда такого не было. Я пытался вспомнить, было ли у меня, чтобы кто-то снимался даже там в каком-нибудь четвертьфинале. Если честно, я такого не помню. Поэтому ощущения новые, они странные, и, то есть, как бы, как это назвать? Проиграть матч можно всегда в любом круге, поэтому, когда соперник снимается, ну, это, как называется, легкая прогулка. Ну и, в принципе, это в каком-то смысле, ну, удобно. То есть ты никогда не знаешь, ты выходишь на матч, а вдруг там были бы нервы. Я, в принципе, опять же, был в себе уверен после такого матча с АЖ, то есть уверен, что я бы смог показать хороший теннис. Но Талон очень сильный игрок, он может очень хорошо подавать. Вот в прошлом году было то, что я играл с ним хорошо, там поиграл с матчболов, по-моему, с 5 или что-то такое, поэтому никогда неизвестно. Поэтому со своей стороны, ну, нам мне осталось только окей. У меня был отлично проведенный турнир, где я там 6-4 только один раз в сете, получается, был с Феликсом. То есть я заслужил это тем, что я вышел в финал честно, да и Талон вышел честно. То есть такое бывает. Просто было странное чувство, но я довольно-таки быстро вот нашел, скажем так, этому причину, что была такая уникальная серия из 22 турниров в 22 разных городах. И, видимо, она должна была закончиться уникальным способом. И вообще и день был странный, и все вместе, поэтому, ну, вот так получилось. Остается только радоваться титулу и, в следующий раз, когда буду где-либо в финале, надеюсь победить в матче. Ну вот, ты сказал, что самый сложный сет по счету был только 6-4 на этой неделе, то есть ты действительно всех соперников обыграл очень
легко и играл не только с Феликсом на невероятном уровне. Что нужно, чтобы Даниил Медведев играл так, как в Дубае, каждую неделю? Ну, во-первых, желательно быстрые корты, но, опять же, я всегда при этом говорил, что я за вариативность. Я понимаю, что не все корты должны быть быстрые, не все мячи там должны быть идеальные, но это должна быть вариативность. Это не как там особенно, ну, наверное, в 23-м, несмотря на то, что я играл хорошо, вот тогда, наверное, реально все корты были медленные. То есть там не существовало почти быстрых кортов. Сейчас уже меняется. Там Цинциннати быстрый. В прошлом году, в принципе, в Америке было быстро. Опять же, вот я говорю это там... Иногда бывают люди, он там всегда ной. Но в прошлом году я в Америке везде в первом круге повылетал, но корт там был быстрый, там было, ну, скажем так, приятно играть. У меня просто не получилось. Так, теннис все очень быстро меняется, потому что до турнира в Дубае, вот, за 2-3 дня, скажем так, моя новая команда так при таком еще не присутствовала, то есть был Томас. Я не попадал вообще ни одного мяча в корт, проигрывал всем очень легко. Там, ракетки немножко летали, фоны немножко трещали. И последнюю тренировку, прям перед первым кругом, это бывает у меня очень редко, но я полуслил. То есть я уже начал уходить с подачи к сетке и просто укорачивать там с любого мяча. Мне уже было совершенно все равно, но я понимал при этом, что окей, я заново настроюсь на матч. Такое бывает, это как перезагрузка. Поэтому тут секрета к успеху нет, нужно все равно в течение года, сильно работать, стараться делать свой максимум, на тренировках и на матчах, и тогда, скажем так, будет больше шансов, что в течение года оно будет работать в какой-то момент. Да, не какое-то волшебство. На самом деле, вот мы с Сашей говорили перед тем, как с тобой побеседовать, да, 29 месяцев, 0 титулов, ну, больше 2,5 лет получается. И тут 5 месяцев, здравствуйте, 3 трофея завоевал. Какая-то магия, я не знаю, вот чья это магия? Твоя, усердной работы, твоей команды новой, какое-то волшебство. Это магия всего вместе, потому что, опять же, все относительно, потому что, да, если брать последние 12 месяцев, ну, до, наверное, титулов, то там все было так, очень скромно. Но если брать вот все 29, там был там и финал шлема, и финал там Индиан Уэллса, полуфинал Майами, что, в принципе, можно сравнивать с титулами, которые я сейчас выиграл. Даже, наверное, в лучшую сторону в плане, что, опять же, сыграл бы я там лучше финал в Австралии в этом году или вот эти 2 титула, которые я взял, ну, мне пришлось сильно подумать. Но такого в теннисе не бывает, поэтому, стараемся делать свой максимум. С новой командой все работает хорошо. Тоже стараемся над какими-то вещами работать. То есть подача, допустим, как мне кажется, стала лучше, а подача — это все равно, наверное, самый важный элемент в теннисе. Даёт какой-то дополнительной уверенности. Поэтому титулы брать приятно. Я всегда любил брать титулы, скажем так, к этому привык, поэтому то, что было до того, как я их не брал долгое время, было необычно. Надеюсь, что смогу продолжать брать и более серьезные, и такие же титулы 500, 250, вообще все. Ну вот да, Дань, аппетит приходит во время еды, да? 2 титула в этом сезоне уже есть, 250, 500. Ты третий сейчас в гонке. Что дальше? Мастерс, шлем, готов дерзать? Ну, нужно делать свой максимум, потому что, допустим, если говорить про турниры, поскольку потом будет, грунт и все такое, то есть, в принципе, там будут только мастерсы. То есть это Индиан Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Ролан-Гарос. То есть, как бы шансов выиграть 500 или 250 не будет. Я думаю, вряд ли я буду добавлять туда какие-то турниры, неважно с какими результатами. Поэтому, я от себя знаю, что когда я показываю свой лучший теннис, как это было, допустим, здесь, в Дубае, или в том же Брисбене, то у меня есть шансы взять любой титул, потому что каждый матч — это отдельная история, и чем лучше я буду этот каждый матч играть, тем больше у меня будет шансов доходить далеко по сетке, быть в полуфиналах, финалах, а там уже титул, он как бы вот-вот. Поэтому это то, что я постараюсь сделать. Опять же, посмотрим, смогу ли я вообще попасть в Indian Wells, никогда ничего не известно, но если попаду, надеюсь, смогу хорошо играть. Вот, Дань, в завершении вопрос про Индиан Wells, и мы тебя отпускаем. Мы уже там 2 дня на связи с твоей командой, с агентами, со Львом и с Оливером. Понимаем, что они тебя пытаются каким-то образом все таки из Дубая вывести. Держишь ли ты в голове вот такую опцию, что до Индиан Wells добраться вовремя не получится? Основа начинается с 4-го, есть люфт, понятно, там первые круги, но вот эту опцию в голове ты как-то держишь внутри? Нет? Я, опять же, очень в этом плане спокойно отношусь, с неба на корте.
помогло иногда быть спокойным как в жизни, то, что то есть тут это вообще никак не зависит от меня. Если в какой-то момент откроют воздушное пространство, тут надо будет немножко как-то стараться быть реактивным, и Оливер, Лев, может, помогут, или я сам там взять билеты, долететь, все проконтролировать. А так, пока это все закрыто, ну, мы сидим в Дубае, я не один такой. Если что, будем здесь, проведем еще один свой турнир за закрытыми дверями. Действительно, пуленепробиваемый ты человек. Спасибо тебе, Дай. А мы, Саша, тебя еще раз поздравляю с 23-м титулом. Береги себя, свою семью. Спасибо большое, что ты с нами пообщался. Спасибо, Задача. спасибо большое. Всё. Поздравляем. Пока. Спасибо. Пока. Пока-пока.